Народ, всем привет! Кто не знает, меня зовут Роман. Я не так давно работаю в такси у Женьки, в таксопарке, в такси Хайп. Вообще у меня моя профессия основная — это больше корпоративы, пьянки, свадьбы, вот. Но познакомился с Женей, он мне подсказал, говорит, что бывают интересные истории вот в такси. Ну и, собственно, я охочусь за такими историями, катаюсь. Но это скорее больше как хобби, чем заработок в моем случае. И мне интересно попасть на интересные истории. Вот такие, когда вот эмоциональные девушки, мужчины встречаются и получаются интересные ролики. Потому что я люблю петь, и, возможно, вам будет интересно послушать меня. Поэтому не переключайтесь и смотрите этот канал. Будет много всяких интересных историй. Поехали! Кто это у нас? Да. Дверь почему не открываете? Но это не бизнес-класс, девушка, поэтому обычный эконом. Очень обидно. Присаживайтесь. Для меня джентльменом. Ну, я джентльмен за рулем. По адресу кинотеатр Аврора? Кинотеатр Аврора, да. Хорошо. Расстроенная какая-то или напряженная? Может, что-то случилось? Все в порядке у вас? С парнем рассталась. О, простите. Надо было таким не открыть дверь вам. Если бы знал, что у вас такая прям жизненная маленькая трагедия. Да, вот даже в гордом одиночестве решила сходить в кино. Подружка посоветовала фильм. А вы сами в кино идете? Да. Что за фильм? Жанна Дюбари. А кто играет? Что за фильм? О чем? Забыла. Джека Воробья играл, как его? Джонни Депп, что ли? Джонни Депп, да. А, это хороший актер. Что-то я смотрел, он давно не снимался, там у него какая-то была долгая тяжба судебная с его женой. Кстати, да, я даже смотрела ролики. Даже смотрела ролики «Кинетический интеллект», есть такой канал, и там мужик рассказывает, разбирает их прямо на суде, вот где она лжет, где она врет, очень интересно было, да. Что там мы тут встряли, по-моему? Такой позитивный молодой человек. Спасибо, работа такая, да и сам я такой по жизни, веселый, озорной. Стараюсь быть на позитиве, как говорят. Классно, я тоже люблю. Блин, эти отношения всегда в какую-то яму проваливают. Да, грустно, сам тяжело. Не так давно из не лучших отношений вылез, поэтому вас понимаю, как это, когда эмоциональные качели, тебя не спрашивают, что тебе надо, а делают как не надо, ну, либо наоборот. Ну, все зависит от партнера, наверное, вы сами об этом знаете. У вас парень старше, у вас младший был? Старше. Намного? На 14 лет. Это много? 14? Ну, как бы немало. Это ему как бы... Главное, что вам нравился. Да, нравился. Такие здесь узенькие улочки, ужас. Прям какая-то маленькая Италия. Чем вы вообще занимаетесь, если не секрет? Я сейчас хочу пойти учиться на дизайнера. Пока на данный момент я массажист. Вот, хочу запустить свои курсы по массажу, чтобы высвободилось мое время. И уже выбрать, так скажем, статусную профессию, которая поможет мне добиться то, чего я хочу, выйти на тот статус, на тот уровень жизни. Думаю, что несение красоты в мир через дом, через самое важное место в жизни человека. Ну, как-то у вас совсем не... Как это сказать правильно? Не соусные профессии, да? Массаж и дизайн как-то, Ну, на самом деле, если говорить о душевной энергии внутри, то это все про любовь. Что делать красоту для людей, это про любовь. И когда ты делаешь массаж человеку, ты ему тоже, по сути, даришь любовь. Без любви массаж невозможно делать. Ну, не знаю, я такой слабый специалист в массаже, поэтому я не знаю. Я говорю, что если на самом деле ресурса нету, упадок, то очень тяжело делать массаж любой. Ну, то есть массаж делается, он прям вот из такого ресурса, из дарения вот этой заботы. Вот, поэтому, конечно, сейчас из-за всей этой ситуации грустненько, но я держусь. Кто же за это не проходил?
наверное, ваш молодой человек очень любил массаж. Или наоборот, не любил, раз я бы от хорошего массажа вряд ли бы ушел. Даже и ревновал, возможно. Наверное, в этом есть смысл, как бы, когда вы, я так понимаю, не только девушек, но и мужчин Конечно. массировали. Ну, наверное, да, в какой-то степени прав, что... Ну, я думаю, тут речь про доверие, прежде всего, доверие и уверенность в себе. Ну, с другой стороны, возможно, я сейчас скажу, как конченая сука, но если тебя не устраивает моя профессия, ты можешь взять меня на обеспечение, какие проблемы. Ну, с одной стороны, вы правы, потому что он знал, на что он соглашается. Да. Если бы вы были как бы изначально, не были бы в этой профессии, и пошли бы сейчас, и он вас как бы содержал, я бы это еще понял. А так как он знал, ну, это уже больше его проблема. Да? Насколько он ревнивый, есть же всякие ребята, если ты ревнивый, к каждому столбу будешь так относиться, Ой, ну, да, это жутко, это патология. это прямо будет плохо. У меня был такой муж, он ревновал к кошке, он ревновал к подруге, к соседке. Ну, это просто тирания, абьюз. Мне кажется, каждый человек проходил через абьюз, это жутко. Ты потом реально восстанавливаешься, просто годами восстанавливаешь свою самооценку. И вообще все это как-то тянется. И на самом деле я понимаю, что, Есть эмоционально сильные люди, а есть более слабые, которыми помыкают, потыкают. Если вы не такая, а он как бы чуть-чуть сильнее эмоционально вас, то, конечно, у вас будет сложно в кинотеатре. А у вас есть девушка? В данный момент нету. У меня не так, не очень-то давно расстались. Ну как, относительно и недавно, наверное, вот так. Это сколько получается уже? Ну, месяца 4, наверное, 5. Сколько были вместе? Ну, это были у меня недолгие отношения, к счастью. Наверное, к счастью, это правильное слово. Ну, где-то, наверное, больше полугода. И как раз у нас вот эти вот были качели непонимания, зачем оно надо. Я уже там, честно говоря, я сам уже хотел несколько раз из них выйти, но как-то это женское уговаривание, умение не надо тебе это и прочее, прочее. Не надо тебе что, не поняла? Уходить, мол, я исправлюсь, еще что-нибудь. Ну, были моменты, где я был неправ. Я не снимаю с себя ответственности, что, мол, я такой, видите ли, хороший, а она такая плохая. Не права. Ну, хотя мужики всегда скажут, что это была она не права, а я был прав. Ну да, в этом и искусство принять ответственность за ситуацию и попробовать понять, чему тебя хочет этот человек научить, вся эта ситуация. Как бы закон зеркала вообще работает на 100%, убеждала сегодня. Вам никто не говорил, что у вас голос очень похож на голос Ксении Собчак? Блин, вот насчет голоса не говорили, мне говорили, что мой говор похож на говор Ренаты Литвиновой, но в детстве мне говорили, что я собчачка, потому что то ли у меня лошадиный смех, то ли у меня какой-то подбородок, то ли если я смеюсь, то это в полное горло, в полные зубы. Но это вообще никаких комплексов у меня не вызвало, потому что, видимо, я никогда не была с этим согласна. Вы считаете, что человека можно обидеть только тогда, когда он сам с этим согласен? Нет, ну внешне, может быть, вы чем-то отдаленно похожи, а вот голосом прямо очень похожи. Я еще думаю, такое ощущение, как будто у меня интервью берет какая-то знаменитая девушка. Думаю, а кто это может быть? Оказывается, вот в чем. Да, ну, теперь я на вас по-другому взглянул. Это даже меня как-то мотивирует все-таки пойти куда-нибудь в шоу-биз, возможно. Да, почему бы и нет. Тем более, если у вас есть к этому способности. Я просто сам, как многие таксисты говорят, такси это мой не основной заработок, это моя подработка. Но если положа руку на сердце, да, это моя подработка именно. Потому что я больше на корпоративах работаю вокалистом, пародистом, ведущим. Вы поете? Да. Давайте вы мне споете. Ну, давайте. Раз тем более у вас такая ситуация сложилась. В отечественную музыку как? Ну, есть, которая берет за душу, есть такие, да. Есть классная песня, не знаю, знаете вы ее, но по идее должны знать. Называется «На сиреневой луне». Поет ее Леонид Агутин. Может быть, слышала, надо послушать. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне. Может, только на мгновение, оставляя для меня только тоненькую нить.
забывая обо мне, ты засыпала у окна. Когда устал, новый день, такой же, как и вчера. Ты улетела так далеко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, а забыло все так легко. О-о-о. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновение. Как весело. Блин, кайф. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Там ярче солнца, нет теплей, там нет ни снега, ни дождя. Там на сиреневой луне ты забудешь про меня, лишь на минуту про меня. Волнение сердца моего на ту планету без дождя, где было все и ничего. Когда пришел новый день, такой же, как и вчера, ты позабыл все так легко. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. О-о-о. И ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновение, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Очень, боже, вы такой привлекательный. Кстати, мы даже не обменялись Спасибо большое. именами. Меня зовут Ольга. Ольга. Давайте вместе споем последний куплет. Вернее, припев. Давайте. Текст простой, ты забудешь обо мне и все. Я скажу, когда вступить. Когда пришел этот сон, возникший не обо мне, ты позабыла все так легко. Готово? 3, 4. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновение. О-о-о-о. Оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. И еще раз. Ты забудешь обо мне на сиреневой луне, может, только на мгновение, оставляя для меня только тоненькую нить, только каплю сожаления. Классная песня, очень люблю ее. Ой, да. Очень красиво. Спасибо большое. Прям подняли мне настроение. Значит, не зря едем свой хлеб. Мы уже почти подъехали, осталось буквально чуть-чуть. Отлично. Скорее всего, я успеваю. А у вас во сколько сеанс? Сейчас 12:49. У меня сеанс, по-моему, в 13:05. О, ну у вас еще даже немножечко кофе останется попить. Может быть, составить мне компанию? Ну, мне еще как бы поработать надо. Потому что как бы только середина дня, я еще не набрал того, чего хотел. В принципе, как
быть, день-то еще полный. Вот что, нет обеда? Может быть, там... Ну почему же есть? Просто как бы не думал так настолько его затягивать, обед. Да ладно, всегда жизнь не говорит да, когда вы еще с такой красивой девушкой сходите в кино. С одинокой. Да, вы умеете завлечь. Деньги заработаются, это всего лишь бумажки. Тоже верно. Так, 12:50. Сколько фильм идет? Часа полтора? По-моему, даже 2, если не ошибаюсь. Но я думаю, что если не понравится, можно уйти. Ну да, в принципе, можно. Правда? Так, сейчас закроем поездку. Там у вас с автоматом оплачивается, да? Да, по карте. Хорошо. Ладно, пойдемте. Раз Серьезно? такое дело. С вас кофе. Договорились. Так что, вы мне откроете дверь на этот раз? Подождите, дайте я хоть сам выйду. Жду. I'm falling. Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard because I'm falling. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье.